Не так давно, в XVI-XVII веках, на картах изображали огромную империю, подписанную как Скифия. Позже, во второй половине XVIII века, в учебнике для дворян писали, что Скифия – прежнее название России. В Швеции в Y-697 году была отпечатана плачевная речь на погребение Карлуса XI. Была отпечатана по-русски, но латинскими буквами. Официоз это как-то, наверное, объясняет, что типа, мол, были на этом погребении русские послы и пришлось шведам угодить и написать русский текст. А вот Мавро Арбини рассказывает нам, что славяне после Великого потопа около 5800 лет назад жили в Азии, а потом ушли в Швецию, и уже оттуда, расплодившись в великом множестве, заселили целый ряд земель, включая Европу. Повторяться не буду, есть целое видео на эту тему, ссылка в описании. Так вот, а есть ли тому доказательства, что некогда Европа разговаривала на едином языке, который в XIX веке лингвисты называли скифским? Сравнивать будем современные и устаревшие русские слова и современные английские слова. Лингвисты считают, что с течением времени слова могут только укорачиваться, оставляя только часть слова, корень или часть слова. При переходе слова в другую языковую группу слова нередко меняют буквы на созвучные, например, «к» на «х», «б» на «п», «а» на «о» или «е» и так далее. Также слова могут сливаться из нескольких и частично менять смысл. Рассмотрим пример. Заимствованное слово «парикмахер». Это слитые вместе два германских слова «перюкенмахер». Слово упростилось, труднопроизносимые сочетания звуков были заменены, и получилось «парикмахер». А как появилось английское слово «камрад»? Как вы думаете? Далее я приведу список слов, которые, на мой взгляд, были взяты англичанами, когда все говорили на праязыке. Можете его называть скифским, славянским, русским, санскритом, как вам больше нравится. Пибату, Сунита, пибати. Когда я публиковал эти списки ранее, в комментариях разгоралась жаркая дискуссия. Что, нет, это все наоборот. Это русские Иваны взяли английские слова, исковеркали их, и из слова «кау» придумали слово «корова», из слова «milk» придумали слово «молоко» и так далее. Даже пришел англоговорящий товарищ и написал, что это все bullshit, то есть бычий помет. Слово «shit» мы тоже разберем далее. Но вот и лингвисты, как я говорил выше, утверждают, что слова со столетиями только упрощаются и укорачиваются. Это может происходить даже в рамках единой языковой группы. Итак, список далее. Если вы прожженный скептик и все равно не верите, ты втираешь мне какую-то дичь, то вы можете использовать этот список для того, чтобы легче запоминать английские слова через ассоциативный ряд. Почему-то в современных учебниках такого подхода я не встречал. На мой взгляд, приведенные далее слова запоминать будет действительно проще, причем в обе стороны. Найти вторую половинку – love – любовь. Кому мила я или кому мил я? Chamomile – ромашка. С травы бери – strawberry – ягода. Спор – спорт – спорт. Поверь – power – сила. Не верь – never – никогда. Убей – obey – подчиняйся. Естественно – yes – да. Тебя звать каким именем? Name – имя. Обмен, менять, мен, монета. Money – деньги. Буква – букварь. Book – книга. Сестра – sister. Брат – brother. Матерь – mother. Ночь – night. День – day. Бровь – eyebrow. Щека – cheek. Стул – stool, табуретка. Корова – cow. Молоко – milk. Солнце – sun. Дом – домашний. Domestic – домашний, местный.
Холодно. Cold. Снег. Snow. Коробок. Box. Ящик. Носок. Сок. Носок. Обуться. Boots. Ботинки. Стол сделан из досок. Desk. Стол. Глаза слипаются. Sleep. Спать. Дремать. Dream. Сны, мечты. Толковать. Talk. Говорить. Ковер. Cover. Покрытие, покров, крышка. Корпеть. Кропотливо и усердно заниматься каким-либо делом. Carpet. Ковер. Спина. Spine. Позвоночник. Колокол. Call. Звонить. Стиснуть зубы. Teeth. Зубы. Мельница. Молоть. Mill. Мельница. Сторож. Страж охраняет склад. Storage. Склад. Стремнина. Место в реке, потоке с бурным стремительным течением. Stream. Поток. Нить к нити. Knitting. Вязание. Шью. Sew. Шить. Спасатели что делают? Рискуют. Rescue. Спасатель пожарный. Сито что делает? Просеивает. Sieve. Сито. Тесто что делает? Бродит. Bread. Хлеб. Собака что делает? Догоняет. Dog. Собака. Лошадь что делает? Горсует. Horse. Лошадь. В кружку капает вода. Cup. Кружка. Странник, странный. Stranger. Незнакомец. Порванная одежда. Poor. Нищий, бедняк. Ночью кто-то стучится в дверь. Что ты хотел? Hotel. Отель, гостиница. Коляды, дар. Calendar. Календарь. Кузнецу надо смять металл. Smith. Кузнец. Ребенок чей? Бабий. Baby. Ребенок. Колыбельная. Lullaby. Беда. Bad. Плохой. Жалость. Жалуюсь. Jealous. Ревность. Фамилия. Family. Семья. Холеный. Holy. Святой. Сядь, посиди. Sit. Сидеть. Стой. Stay. Стоять. Ругательство «черт» при произношении некоторыми как short. Shit. Дерьмо. Домашние питомцы. Pet. Домашние животные. Бог Велес дал людям колесо. Wheel. Колесо. Олигаться. Leg. Нога. Смазка напоминала грязь. Grease. Смазка. Кручиниться. Кричать. Cry. Плакать, ссориться. Ссора. Sorrow. Печаль. Кому рад? Камрад. Товарищ. Стеклянный глаз. Glass. Стекло. Яр, ярила, яровая пшеница. Year. Год. Все дороги ведут в город. Бродяга, брод, road. Дорога. Нога, телега, бродяга, go. Идти. Тракт. Устаревшее слово «дорога». Сибирский тракт. Трак. Грузовик. Веретено, веревка, wire. Провод состоит из скрученных медных проволок. Колено. Ни. Колено. Лист. List. Список, перечень. Хавать. To have. Кушать, иметь. Вода. Water. Вода. Рукав, рука, руль. Рулем мы управляем машиной. Rules. Правила. Когда тянут животное, оно брыкается и останавливается. Брейк. Тормоз. Азарт. Hazard. Опасность. Просить. Pray. Молитва. Хоромы. Room. Комната. Ярмарка. Яр убрали. Маркет. Рынок. Стена. Стоун. Камень. Торнадо. Торнадо. Не строй. Destroy. Снос здания. Крах. Крэш. Крах.
Весло, весельная лодка. Vessel – судно. Свет, свет очей моих. Sweet – милый, приятный. Светлый, sweetly – милый. Скатываться, кататься. Skates – коньки, лыжи. Мнение. Mean – имейте в виду. Может быть. Maybe. Стопа. Step – шаг. Гуляние. Гли – радость. Семена садят в землю. Seeds – семена. Чадо. Child – дитя. Лада – богиня. Lady – женщина. Боров. Бор – кабан. Изумиться. Зум – приближение. Ковш – ковырять. Excavator – экскаватор. Досада. Sad – грусть. Простофиля. Fool – дурак. Запускай. Sky – небо. Племянница. Niece. Сокрыт. Secret – секрет. Корм. Корн – кукуруза. Труба. Тюб. Икона. Icon. Новый. New. Лото. A lot of. Много. Волк. Wolf. Медведь спит в берлоге. Берлога – логово бера, устаревшая медведь. Bear – медведь. Замечание. Не мусори. Sorry. Извините. Суп. Суп. Гуси. Гус. Он не мы. Enemy. Враг. Суть. Сус. Устаревшая английская истина. Дюжина. Dozen. Расщедриться. Share. Делиться. Аз есмь. I am. Лубарь. Шкатулка для берестяных грамот. Library. Библиотека. Огнедышащий дракон. Цмок. Современный белорусский. Smoking. Курить. И в завершение еще одно слово. Тут уже, как говорится, не отвертеться. Есть старинное русское слово «air», означающее, как вы думаете, что? Воздух. А как по-английски воздух? Правильно, air. Давайте далее для лучшего усвоения материала я приведу рассказ собственного сочинения. Кто-то, что называется, схватит на лету и поймет смысл, а кто-то не поймет. Ну что, поехали. Жил-был Иван. Он искал свою любовь, свою половинку. Он вышел в поле, сорвал ромашку и спросил у нее, кому мил я. А заодно он вспомнил совет бабушки. Когда ты в поле луговую землянику с травы бери, так она чистая будет. Он собрал немного часть и съел, а другую взял с собой. Как-то раз устроил он спортивное состязание, спор с соседом. Кто сильнее? Сосед говорит ему, поверь, и сила придет к тебе. Если же ты не веришь, то никогда не сможешь поднять большой вес. Наступила ночь, и в дверь постучал странник, незнакомец, которого никто не знал. Одет он был в порванный кафтан, подумали, что он бедный. Хозяин дома спросил, тебя звать каким именем и что ты хотел? Он ответил, что хочет переночевать. Деньги у тебя есть? Путник ответил, что днем менял карманные часы на немного денег. Хозяин дома спросил, есть ли у тебя брат? Брата нет, отвечал странник. А есть ли сестра? И сестры нет. Есть ли у тебя сын, дочь, жива ли матерь? Путник не отвечал. Хозяин дома понял, что толковать с ним на эти темы лучше утром, и отложил разговор до утра. Ему предоставили полупустую комнату. В комнате было так холодно, что путник подумал, что на улице выпал снег. В комнате были табуретка, стул и стол. В углу стоял какой-то ящик или коробок. На столе стоял самовар. Кран был старый, в кружку капала вода. Рядом с самоваром лежала старая книга, буквы которой выцвели, но еще можно было их различить. Этой ночью небо было без облаков. Эти небесные клубы, состоящие из пара, унес на запад сильный ветер. В окно рядом со столом можно было увидеть яркие звезды, очень старые, как сказал ему когда-то один мудрец. На стене, помимо старой школьной доски, невесть откуда взявшейся, висел календарь по-современному.
Хозяин зашел в комнату и спросил, хочет ли он спать. Он ответил, естественно, да. Тогда путнику принесли старую скрипучую кровать. Он лег, и глаза его стали слипаться. Он уснул. Спал он плохо, дремал, мечтал о будущем, успевал даже посмотреть сны. Он хотел есть, но раздобыть еды было негде, да и денег на это у него не было. Он стиснул зубы и постарался уснуть. За стенкой бабий ребенок тоже плохо спал, и мама пела ему колыбельную. Ночью загорелся склад мельницы, где мололи зерно. Сторож оставался внутри и никак не мог выбраться. Молодые парни вызвались стать спасателями. Они сказали, мы рискуем, чтобы спасти других людей. Люди собрались и причитали. Беда, беда, ой, как плохо-то. Утром хозяин хаты спросил, какая у тебя фамилия? Путник сказал, что не помнит свою семью. Путник решил надеть носок, обуться и выйти во двор. Сделать это было нелегко из-за пораненного на войне колена. Добрая женщина увидела, как он мучается, и сказала ему, «Сядь, посиди, я тебе помогу». Вдалеке собака догоняла лошадь, которая иногда горцевала, а когда собака подбегала близко, лошадь легалась ногой. На улице светило яркое солнце. Оказалось, что нос и щеки у путника все в конопушках. Доярка несла свежее молоко, которое подоила усытой и холеной коровы с большими боками. В Индии та корова была бы святой, подумал странник. Путник пошел прогуляться и наступил в свежую коровью лепешку. «Вот черт, вот дерьмо!» – в сердцах выругался странник. Во дворе бегали домашние питомцы, собаки гоняли кошек. Посреди двора стоял колодец. Сбоку было приделано колесо, которое по преданиям людям дал бог Велес. Колесо так скрипело, что подошел мужик и намазал смазку, чем-то напоминающую грязь. Женщина стирала белье в корыте, приговаривала. Вот ведь вши окаянные, вошь поганая забралась в одежду. Ну ничего, я тебя из одежды выстираю. Где-то женщины устроили ссору, что-то не поделили. Одна женщина быстро шла и кручинилась, грустила от досады. Другая плакала и успевала кричать на другую. «Стой!» – кому говорю, «стой!» Третья жаловалась. Оказывается, она ревновала мужа к одной из них. За холмом виднелась яровая пшеница, которую посадили в прошлом году осенью. Неожиданно подбежал мальчик, у которого выпали молочные зубы, и, запинаясь, спросил, «Хочешь аплака? Аплаки будешь?» Постоялец был весь в своих мыслях, но не знал, хочет ли он яблоко. А пока думал, мальчик убежал. Путник побрел по тропинке, еще не зная, куда ему направиться. Неожиданно из-за деревьев показался его старинный товарищ. Поравнявшись, он обнял его и сказал, «Вот кому рад я по-настоящему». У товарища после ранения был один стеклянный глаз, а другой остался. Они начали толковать о том, о сём. Разговор двух приятелей был слышен издалека. «Не ожидал ты меня тут встретить?» «Естественно, да. Ты же друг мой сердечный. Ты единственный, кто не предал меня за всю жизнь». Бродяги направились по пыльной дороге в город, ноги быстро запылились, идти им предстояло далеко. «Вот бы телегу», – подумали они. Конец. Кто понял – молодец. Кто не понял – пересмотрите еще раз. Подобные вздоры, бред с точки зрения официоза я периодически размещаю в группе Telegram, ссылка в описании. А на этом все. Пишите свои мысли в комментариях. Рептилоиды тоже не отставайте, лейте ваш яд в комментариях. Попробуем его сдать в аптеку, если примут, конечно. До новых встреч, пока.